Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivana Dari Gopi Jana Vallabha Girivana Dari Sol Nana Vajjana Ranjana Yasodanandana Vrajjana Ranjana Jamna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivana Dari Gopi Jana Vallabha Girivana Dari Sol Nana Vajjana Ranjana Yasodanandana Vrajjana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Vishnupada Paramahamsa, Prabhujakacharya, Astatir Sadashri Shiman, His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, Ananta Gaudiya Vaishnava Ki Jai, Namacharya, Srila Haridas Thakur Ki Jai, ISKCON founder Acharya, Srila Prabhupada Ki Jai, Prams the Gahosh Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai, Shri Shri Radhakrishna Gopinath Chamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavanam Ki Jai, Shri Mayapanavadam Ki Jai, Gangamaya Ki Jai, Jamunamaya Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Samaveda Bhaktivinoda Ki Jai, Transcendental Book Distribution Ki Jai, Harinam Sankirtan Ki Jai, Gau Premanandi, all glories to the Summa devotees, all glories to the Summa devotees, all glories to the Summa devotees, all glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So this morning we're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 7, text number 44. Итак, сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 8, глава 7, текст 44. Tapyante lokatapena sadhava prayasojana paramaranam tadvi purusasya kilatmana tapyante lokatapena sadhava prayasojana paramaranam tadvi purusasya kilatmana tapyante lokatapena sadhava prayasojana paramaranam tadvi purusasya kilatmana. Пожалуйста, повторяйте.
Mataji's. Тапьянте добровольно страдают. Локатапена из-за страданий всех людей. Садхаваха святые. Праяшаха почти всегда. Джанаха люди. Парама арадханам высший способ поклонения. Тат деятельность. Хи ведь. Пурушасья высшей личности. Акхила атманага сверх души каждого. Перевод стиха. Говорят, что великие люди почти всегда добровольно приемлют страдания, зная о страданиях, которые испытывают другие. Это высшая форма поклонения Верховному Господу, пребывающему в сердце каждого. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь объясняется, почему люди, занятые деятельностью на благо других, очень быстро обретают признание Господа. Господь говорит в Бхагавад-гите: «Я идам парамамгу ям мат бхакте швабхи тхья сяти нача тасман мануш ешу кашчинме приякритамах». Тот, кто проповедует послание Бхагавад-гиты моим преданным, необычайно дорог мне. Нет никого, кто доставлял мне большее удовольствие своим поклонением, чем он. В материальном мире есть много видов благотворительности. Но самая лучшая форма благотворительности – это распространение сознания Кришны. Иная благотворительность не может быть по-настоящему успешной, ибо она не позволяет людям преодолеть влияние законов природы и избавиться от последствий кармы. Именно судьба или закон кармы вынуждает человека страдать и наслаждаться. Так, например, человек вынужден принять судебный приговор, независимо от того, сулит он ему страдания или радость. Точно так же все в этом мире связаны законом кармы и вынуждены пожинать плоды своих поступков. Никто не в силах изменить этот закон. Поэтому в шастрах говорится: «Тасьяева хедох праятета ковидо налабхяте яд храматам парьядха». Нужно стремиться только к тому, что невозможно обрести в пределах этой Вселенной. На какую бы из ее планет нас не привели последствия нашей кармы. Что же это такое? Нужно стремиться постичь Кришну. Любой, кто старается распространить сознание Кришны во всем мире, занимается самой лучшей благотворительной деятельностью. Господь непременно будет доволен таким человеком. А если Господь нами доволен, то что еще нам нужно? Тот, кого признал сам Господь, может у него ничего не просить. Он получит от Господа, пребывающего в сердце каждого, все, чего желает. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Тешам нитьябхи юктанам йогам шемам вахьям яхам. Как говорит здесь Господь Шива: тапьянте локатапина садхавах праяшоджана. Лучшая благотворительная деятельность состоит в том, чтобы возвышать людей до уровня сознания Кришны, ибо обусловленные души страдают только потому, что им недостает этого сознания. Господь тоже не сходит в материальный мир, чтобы умерить страдания людей. Яда идармасья планир бавати бхарата абьюта нам дharmasья
Тадат манам сриджамьяхам паритраная садхунам винашаяча душкритам дхарма самстхапанартхая самбхавами юге-юге. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты, чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устой религии, я прихожу сюда из века в век. Поэтому во всех шастрах говорится, что распространение сознания Кришны – лучшая благотворительная деятельность в мире, поскольку она несет людям высшее благо. Преданный, посвятивший себя такому служению, очень быстро обретает признание Господа. Ом Агьянатаманандасья Гьянанджана Садакая Чаксурунмилитам Тасмай Шри Гурave Намah Шри Чайтanya Манопишна Стапитам Йена Бхутале Сваям Рупа Kadamaya Vidati Svapanantya Vandeyam Shri Guru Shri Yudaparakama Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sarujatam Sadhana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadhvitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Pada Sahagana Shri Visakam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopikanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Vishakam Namami Vanchakalpa Kripa Sindhu Devata Paditanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This verse is explaining something which is very important in our Vaishnava line of service to Krishna. В этом стихе делается акцент на нечто очень важное, присущее нашей цепи духовных учителей, нашей линии поклонения Господу Кришне. And that is that we engage in austerities for the pleasure of Krishna. Нам необходимо заниматься аскезами для того, чтобы удовлетворить Господа. In the material world, even the karmis, they do so much austerity. Даже в материальном мире карме тоже следует аскезам. Sometimes they have 2, even 3 jobs sometimes. 3 or 2. 2 or 3 jobs they're working. Иногда у карми есть 2 или 3 работы, на которых они работают, не покладая рук. We call them workaholics. Их называют работоголики, трудоголики. You've heard of alcoholics? There's workaholics. Есть алкоголики, а есть трудоголики. They work hard for sense gratification. Трудоголики, не покладая рук, трудятся ради достижения чувственных наслаждений. So we also do austerities, but for the pleasure of Krishna. Мы тоже готовы следовать аскезе, но только ради удовлетворения Кришны. Krishna says in the Bhagavad Gita, Yajna Dana Tapa Karma, that the activities of sacrifice, of charity, and austerity, these activities are never given up. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что деятельность, направленная на совершение какой-либо аскезы и благотворительности, никогда не прекращается. These activities are so
transcendental that they purify even the great souls. Эти виды деятельности настолько трансцендентны, что способны очистить даже уже чистые души. So, one of the greatest austerities in this age is to go out and try to help the conditioned souls become Krishna conscious. Одним из самых великих видов аскезы является выходить на улицу и проповедовать сознание Кришны, распространяя его. So one of the reasons that it's an austerity is that people don't like rejection. Один из трудных моментов в аскезе заключается в том, что людям не нравится отвергать что-либо. Does anybody in here like rejection? Кому-то нравится что-то отвергать или быть отвергнутыми. Not one person. Кому-нибудь нравится, никому не нравится. We don't like rejection. Нам не нравится, когда нас отвергают. Well, at least the false ego doesn't like it. Потому что ложное эго страдает. But actually it's good for the soul. Но это полезно для души. The false ego doesn't like it, but it's good for the soul. Ложное эго страдает, но это полезно для души. It's purifying. Потому что это очистительный процесс. And we want to get purified. А нам необходимо очиститься. Anybody in here want to get purified? Кто-нибудь хочет очиститься? Haribol! So book distribution is so nice that people that get books, they get purified, and we get purified. Процесс распространения книг настолько удивительный, что те люди, которые получают книги, они очищаются, и те люди, которые распространяют книги, они тоже очищаются. And probably the most difficult thing that any of us will try to achieve in this life is to become pure. И это очень важная цель, которую всем нам стоит достичь в этой жизни – очиститься. But this book distribution is so nice that you get your purification gets speeded up. Процесс распространения книг настолько замечательный, что процесс очищения ускоряется. Because here in the purport, Prabhupada mentions that by going out and helping people become Krishna conscious, we become recognized by Krishna. Шрила Прабхупада говорит об этом в комментарии, что если мы выходим на улицы, распространяем книги, то мы очень быстро можем обрести признание Господа. Srila Prabhupada once wrote a letter to a devotee. He said, we just want a certificate from Krishna saying, this devotee did something good for me. Шрила Прабхупада написал однажды в письме одному из своих учеников, что все, что нам нужно, это подтверждение в письменном виде, сертификат от Господа, что да, этот преданный действительно сделал что-то важное. So book distribution means we're doing something good for the pleasure of Krishna. И распространение книг как раз таки значит, что мы делаем что-то очень хорошее для удовлетворения Господа. And all over the world there's so many grihamedis. По всему миру очень большое количество грехомедов проживает. Millions of them. Миллионы грехомедов. And what does grihamedi mean? Что значит грехомед? Means that they're acting for their sense gratification. Грехомедка значит тот, кто действует ради наслаждения собственных чувств. And sometimes doing great austerities for their sense gratification. При этом он готов пойти на совершение серьезных аскез. But there's very few grihastas. Но совсем несколько грехас проживает в этом мире. A grihasta is someone who is acting for the pleasure of Krishna. Грехаска – это тот, кто действует ради удовлетворения чувств Кришны. And the best way to act for Krishna is to do that which is most pleasing to Krishna. И самый лучший способ действовать во имя удовлетворения чувств Кришны – это. And therefore he says, later on in the 18th chapter, Yainam paramam guyam mad bhaktes bhavanasasam, that
anyone who is distributing or preaching this message of Bhagavad Gita is most dear to me. Это следовать его наставлению, которому он говорит в Бхагавад-гите. Тот, кто распространяет сознание Кришны, является самым дорогим моим преданным. And there'll never be anyone more dear to me than that person. И нет никого более дорогого мне, чем этот человек. And Srila Prabhupada said that if anyone is strictly, any householder that is strictly practicing Krishna consciousness, he's called a grihastha brahmachari. Шрила Прабхупада говорит, что тот грихастха, который строго следует этому процессу, на самом деле называется грихастха брамачари. And we have many in our society. В нашем обществе достаточное количество грихастха брамачари есть. It's like in America we have Vaisheshika Prabhu, В Америке у нас есть Вайшешика Прабху, Brigupati Prabhu. Бригупати Прабху. Some of you may have heard of these great devotees. Кто-то из вас, вероятно, слышал об этих великих преданных. And here you have Chaitanya Chandra Здесь у нас есть Чайтанья Чандра Прабху and probably some others и еще некоторые, I'm not aware of. Achyutatma Prabhu. чьи имена мне неизвестны, но вот этот Ачютатма Прабху я знаю. Though there's many Grihastha Brahmacharis and Grihastha Brahmacharinis. Очень много есть, кроме грихастха брамачари, также и грихастха брамачарини. So anybody that is strictly practicing Krishna consciousness, then they're very much recognized by Krishna. Те, кто строго следует процессу сознания Кришны, действительно получают признание Господа. So we have all inherited a very, very important mission. Мы унаследовали очень-очень важную миссию. Srila Bhaktivinoda Thakur, he was such a great acharya that he picked up the whole Vaishnava tradition. It had practically been finished, but he was such a great acharya, he picked it up, preaching Krishna consciousness in a very big way. Шрила Бхактивинода Тхакур был настолько великим ачарьей, что сумел возродить практически угасшее сознание Кришны и смог дать необходимый импульс для проповеди. He had thousands of namhats. Он открыл тысячи намахат, Preaching so much there in West Bengal. проповедуя, прикладывая максимум усилий. And he, such a great acharya. He wrote so many books, and he was very humble. Something that I quite often remember on book distribution. Go ahead. Проповедуя по всей Бенгалии, он также написал очень большое количество книг, замечательных трудов. Он был очень великим ачарьей. Something that I quite often remember on book distribution is a little statement he said. He said, "When will I, with a humble heart, go out to spread the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu?" Распространяя сознание Кришны, прикладывая максимум усилий, он пребывал в настроении, которое он сам же и высказывает. Когда же я в самом смиренном состоянии сердца смогу выйти на улицу и распространять сознание Кришны? So to do this activity of preaching Krishna consciousness, we have to be humble. Это необходимый фактор для того, чтобы проповедовать сознание Кришны, смиренное состояние сердца. If someone's thinking that, that's for the young devotees. I'm a big devotee now. I don't need to do that. И если кто-то вдруг думает, что это только для начинающих наставлений, на самом деле я уже серьезный старший преданный. That's for the bhaktas. Это для начинающих бхакт. Not for the big devotees. Не для серьезных старших преданных. Prabhupada was a book distributor. Прабхупада лично был распространителем книг. Just like there was some debate about which temple was the first in starting big book distribution in America. Целые дебаты развернулись, какой же из храмов будет главным, первым, лидирующим в распространении книг в Америке. Whether it was San Francisco or Vancouver or Canada.
Либо это Сан-Франциско, либо это Ванкувер в Канаде. The debate continues. Дебаты разворачивались. But actually, there's no debate because Prabhupada started big book distribution in New York City in 1966. Но смысл в том, что в этих дебатах не было никакого смысла, поскольку Шрила Прабхупада начал грандиозное распространение книг в Нью-Йорке в 1966 году. Does anybody know how many books Srila Prabhupada brought with him from India? Кто-нибудь помнит, сколько книг Шрила Прабхупада привез с собой из Индии? 300? 600? 600. 600 книг. Maharaj gets the Mahaprasadam today. Амбариш Махарадж получает Махапрасад сегодня за правильный ответ. So Prabhupada was distributing books when he first arrived in New York City. Прабхупада лично распространял свои книги, когда прибыл в Нью-Йорк. And that's how he was maintaining. И таким образом он поддерживал свое существование. He would put books in stores on consignment. As soon as they would sell, then he would bring more. Он выкладывал свои книги на продажу в магазин под реализацию, и когда они продавались, он вставлял еще книги. And still, all around the world, many temples, they're maintaining off of book distribution. И на сегодняшний день большое количество храмов по всему миру также поддерживает свое существование только за счет распространения книг. Prabhupada called it our transcendental business. Прабхупада говорит, что это наш трансцендентный бизнес. See, the Prabhupada said book distributors means that we're brahmanas, we're kshatriyas, and we're vaishyas. Распространение книг подходит для браманов, для кшатриев и для вайши. Of course, mainly we're brahmanas because we're trying to absorb this knowledge and we're trying to give this knowledge out to others. Конечно, в большей степени это брахманическая деятельность, поскольку нам необходимо впитать знания, которые содержатся в книгах, и передать это знание другим. And Prabhupada said that this movement is meant to bring about brahmanas. Шрила Прабхупада говорит, что все движение, которое он создал, лишь с одной целью, чтобы взращивать браманов. Because the brahmanas are the head of society. Потому что браманы являются умами этого общества. Srila Prabhupada was traveling once and he arrived in an airport and there was an interview. There was a television interviewer there. And he asked Srila Prabhupada, "Why have you come here?" Однажды, когда Шрила Прабхупада путешествовал и прилетел в аэропорт, там уже были журналисты с телевидения, и они проводили интервью и задали такой вопрос: «Зачем вы сюда прилетели?» He said, "I've come here to give you a head." Шрила Прабхупада сказал: «Я приехал сюда для того, чтобы наделить вас умом. You have no head. У вас ума нету». People's brains are just being wasted in animal activities. Люди растрачивают свои мозги для того, чтобы заниматься животными видами деятельности. So he wanted to create these brahmanas. Шрила Прабхупада жаждал взрастить браманов. And he gave the example of the body, that the brahman is the head, the kshatriyas are the arms, the vaishyas the belly, and the sudras are the legs. В связи с этим он привел пример, что браманы являются головой общества, кшатрии являются руками общества, вайши являются животом общества и шудры являются ногами общества. So there's practically no head. Практически головы нет. No arms, there's no kshatriyas. Рук тоже кшатриев, потому что нет. Even there's no real vaishyas, because vaishyas are actually they engage in cultural activities. They protect the cows, and they maintain the Brahminical society. И вайши практически тоже нет, поскольку вайши занимаются тем, что защищают коров и поддерживают общество браманов. Lots of sudras. Но очень много шудр существует. You can get a picture of this person. No head, no arms, no belly,
and huge legs. Можно нарисовать себе такую картинку человека без головы, без рук, без живота, но с огромными ногами. So we're trying to balance out the body there. Поэтому наша задача сбалансировать тело общества. And this book distribution, this can do that. При помощи распространения книг Шрилы Прабхупады. Just like all over the world now, there's brahmanas. Сейчас по всему миру появляются браманы, who are dedicating their life to spreading Krishna consciousness. которые посвящают все свои жизни распространению сознания Кришны. And this is the main activity of the brahmana. И это самая важная и главная задача этих браманов. Sometimes when I'm distributing books, people will ask me, so why are you here? Why are you doing this? Иногда, когда я распространяю книги, меня люди спрашивают, а зачем вообще вам это надо? Почему вы это делаете? And I tell them I'm on a mission trying to increase wisdom in the world. И я отвечаю им, здесь я для того, чтобы поделиться мудростью и улучшить мир. And they usually say, oh, that's a big challenge. И тогда люди отвечают мне, но это серьезный вызов. It's a big challenge because people are so much absorbed in ignorance and passion. Да, действительно, это серьезный вызов, потому что люди в большинстве своем погружены в страсть и невежество. But sometimes we meet people that are actually ripe for Krishna consciousness. Но бывает и обратная ситуация, когда мы встречаем людей, которые готовы принять сознание Кришны и испытывают вдохновение. There's people out there that are looking for the truth. Есть такие люди, которые ищут истину. And we just happen to have it. И у нас она есть, и мы готовы им ее дать. So we should want to go out and give this knowledge to such people. Нам необходимо лишь развивать желание выходить на улицу и делиться этим знанием с людьми. Just like recently I was in Australia, I gave a Bhagavad Gita to one young man, and he absorbed it. He loved it so much. We were at a festival in Australia. After 6 days, we went back to the temple, and this young man was there. He was at the temple, Dodi Kurta chanting. Недавно у нас в Австралии был фестиваль, и я распространил одну Бхагавад-гиту одному молодому человеку. Фестиваль продолжался 6 дней, и затем я вернулся в храм и увидел там этого самого молодого человека, одетого в тхоти и курту с четками. Хариво! So it's a great inspiration when we distribute a book and someone actually becomes a devotee. И на самом деле это замечательное впечатление, когда видишь, что человек, который приобрел книгу, начинает практиковать. And quite often it happens that the person that we distribute a book to doesn't become the devotee, but he gives it to a friend, and the friend becomes a devotee, or sometimes they even throw the book in the trash, and someone picks the book up out of the trash and becomes a devotee. И часто бывают такие ситуации, что человек, который приобрел книгу, он сам ее не читает. Он, может быть, подарит ее другу, и друг станет преданным. А может быть, он ее выбросит в мусорную корзину, и кто-то пороется там и найдет ее, и сам станет преданным. There's a saying in India that there's someone's name on every grain of rice. Есть такое высказывание в Индии, что на каждой рисинке написано имя. In other words, Krishna knows where everything is going to go. Другими словами, Кришна знает, куда, что направится и кто это получит. So you could say, on every book we distribute, someone's name is there. Мы можем перефразировать и сказать, что на каждой книге уже написано чье-то имя. That book is destined to go into somebody's hand that's going to benefit. Судьба каждой книги уже определена. Она уже знает, в чьи руки она попадет. There's an interesting story of Radha Swami
And Radhanath Swami, he used to travel around America before he went to India, and he would preach to the colleges all around West Virginia there. And the way that he would travel is he would hitchhike. Замечательная история про Радханат Махараджа, когда он путешествовал по Америке до того, когда он еще перебрался проповедовать в Индию. Он путешествовал по Америке и проповедовал в колледжах. Для того, чтобы добраться от одного колледжа до другого, он путешествовал автостопом. So he was hitchhiking one time, and one man picked him up. И вот однажды он поймал какого-то водителя, и водитель его пригласил. So, you know, Radhanath Swami, he's a very friendly person, so he was talking to this person. He said, so what are you into? What do you do? Шрила Радханат Свами очень дружелюбная личность, и он начал общаться с водителем, начал его расспрашивать, чем вы занимаетесь. And he said, you know what I really like to do? I like to meditate. И водитель ему сказал, знаете, что вот мне на самом деле нравится, я вот обожаю медитировать. And he said, really? What kind of meditation do you do? И Радханат Свами сказал, неужели, а какая медитация вам нравится? He said, well, I chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare. И водитель ответил, знаете, мне вот нравится медитировать, повторяя мантру Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Рама Харе, Рама Рама, Харе Харе. So Radhanath Swami was like, really? Радханат Свами сказал, неужели? Where did you learn about Krishna? А где вы узнали о Кришне? He said, oh, you know, I was at one store, and I bought this watermelon, and this watermelon was really good. Знаете, я зашел однажды в магазин, и в магазине купил арбуз, и этот арбуз был действительно вкусный. I was eating it over a trash can, just so the juice would go in the trash, and it slipped. It slipped into the trash, and generally I wouldn't do this, but it was such a good watermelon that I reached back into the trash to pull to get the watermelon out. Я кушал свой замечательный вкусный арбуз прямо над мусорной корзиной, чтобы все стекало прямо туда. И в какой-то момент этот арбуз, вкуснейший арбуз, выскользнул у меня из рук и упал прямо в мусорную корзину. Но поскольку он был такой вкусный, обычно так не делаю, но я не удержался и полез обратно в мусорную корзину за ним. But when I reached in to get the watermelon, I found this book. Но как только я запустил свою руку в мусорную корзину, вместо арбуза я нащупал книгу. Bhagavad-gita. Бхагавата Джита какая-то. And I thought, well, what's this here? Я подумал, ну что же там такое написано, ну-ка. And I like to read, so I thought, well, let me read it, let me check it out. И поскольку мне нравится читать, я решил посмотреть, про что там пишется. So we took it home. А он взял эту книгу домой. And he said, this book is the most amazing book I ever read. И он сказал, что эта книга самая удивительная книга из всех книг, которые я когда-либо читал. I read it 3 times. Я 3 раза ее прочел. And that's how I learned about Hare Krishna. И вот из этой книги я узнал о Харе Кришна мантре. And Radhanath Swami said, well, what else are you into? И Шрила Радханат Свами спросил, а что еще вы делаете? He said, you know, I'm just into Krishna. И он сказал, знаете, мне просто очень нравится Кришна. I want to do what's pleasing to him and not pleasing to him. И мне очень нравится делать то, что доставляет ему радость, и не делать то, что не радует его. He sounded like a devotee. И он звучал как преданный. It's amazing. He never met a devotee and lived to see what happens. Он никогда не встречал преданных, но посмотрите, какой он сам замечательный преданный. So he said, well, Radhanath Swami said, so you do things that you like Hare Krishna, chanting Hare Krishna. What things do you do, or you're not doing? You said you're not doing things which are displeasing to Krishna. So what is that? И Шрила с вами сказала, вы повторяете Харе Кришна мантру, это нравится вам, это доставляет радость Господу Кришне, но вы также сказали, что вы не делаете тех вещей, которые не радуют Кришну. И что это за вещи? He said, well, I stopped gambling, no intoxication, no meeting, and no illicit sex. И он сказал, я прекратил играть в азартные игры, я не занимаюсь незаконным сексом, я не употребляю в пищу мясо, рыбу, яйца, и я не употребляю интоксикации. Radhanath Swami couldn't believe it. Радханат Свами не мог поверить своим ушам. And then he said, you know,
you're not going to believe this, but I'm a devotee of Krishna. И затем он сказал, возможно, вы не поверите, но я преданный Кришны. He said, you're a devotee of Krishna? Он с вами сказал, вы преданный Кришны? Yeah, for the past 10 years. Да, он с вами сказал, да, уже 10 лет я преданный Кришны. О себе. I never thought I'd meet a devotee. Я и не думал, что когда-нибудь встречу преданного, сказал водитель. And he said, well, where are you going? И спросил, а куда вы направляетесь? I'm going to the temple. I live at the temple. Руднан с вами сказал, я направляюсь в храм, я там живу. And he said, well, can I go there too? И водитель спросил, а мне можно туда с вами? Yeah, let's go. Руднан с вами сказал, да, конечно, поехали. So he drove right to the temple. Ну и таким образом они доехали до храма вместе. And he never left. И этот водитель больше никогда не покидал храм Кришны. So what's very interesting here is someone bought that Bhagavad Gita from a devotee, and the person wasn't interested. He threw it in the trash. Интересный момент заключается в том, что кто-то ведь купил эту Бхагавад-гиту, прежде чем выбросить ее в мусорный бак. But that's not the end of the story. Но это еще не конец истории. That person's name was on that book. Имя этой личности было написано на книге. So our duty is just to get the books out there. Наш долг заключается в том, чтобы дать возможность людям приобретать эти книги. And Krishna has his plan. А у Кришны есть свои планы. Krishna is the master of mystics, so we don't know what the plan is. Кришна является мистическим повелителем, поэтому нам неведомы его планы. And these books, they're not paper and ink. These books are Krishna. Дело в том, что эти книги не просто бумага и чернила, это сам Кришна. They're non-different than Krishna. Они не отличны от самого Кришны. And therefore some book distributors, they wrote Prabhupada and said, Prabhupada, we want to install some deities in our Sankirtan band. Is that okay? Однажды преданные Санкиртаны спросили Шрилу Прабхупады, мы хотели бы, чтобы у нас были божества в нашем микроавтобусе, в котором мы путешествуем, распространяем книги. Можем мы установить божества? So Prabhupada said, no, not necessary. Прабхупада сказал, нет, необходимости нет в этом. He said, you just worship the books. Шрила Прабхупада сказал, вы просто можете проводить пуджу книгам. Because the books are non-different than Krishna. Потому что книги не отличны от Кришны. And this verse here is very interesting. В этом стихе интересный момент тоже Шрила Прабхупада говорит. Tapyanте lokatapena sadhopaya sojana. That devotees of the Lord, it's very common for devotees of the Lord to accept voluntary austerity to relieve the suffering of the people in general. Преданные добровольно готовы принять на себя страдания других людей, лишь бы они получили облегчение и освобождение от своих страданий. How many of you have deities, personal deities that you worship? Из присутствующих здесь у кого есть личные божества домашние? You're all mostly temple devotees here. В основном здесь храмовые преданные. So in this verse, it's stated that the highest worship that we can perform to Krishna is to go out and give Krishna to others. В этом стихе утверждается, что высшей формой поклонения Господу Кришне является выход на улицу и распространение его книг, распространение Кришны другим людям. Because very, very, very few people come to our temples. Потому что в наш храм заходит небольшое количество людей. So we go to them. Поэтому мы идем к ним. We bring Krishna to them Мы несем Кришну им in the form of the books. в форме книг. Like I got a Bhagavad Gita in a library, didn't know anything about Krishna. Then I read about Krishna. Then I went to the temple. And Krishna's mercy, I was able to stick with it somehow. Например, я не знаю ничего о Кришне, о храмах Кришны, но у меня появляются в моей личной библиотеке Бхагавад-гита, я могу прочитать в Бхагавад-гите о Кришне, узнать о Кришне, и тогда появится желание пойти в храм, пообщаться с преданными.
And this is why this book distribution is called the Brihatmridanga. Именно по этой причине процесс распространения книг называется Брихат-Мридангой. Someone gets a book in one place, but then he becomes a devotee somewhere else. Кто-то может получить книгу в одном месте, а стать преданным уже совсем в другом месте. Like I distributed books in the airports in America for about 14 years. В течение 14 лет я распространял книги в аэропортах в Америке. And I heard of so many stories of people they got a book from me and then they went back to their country in Sweden or Germany or Japan or Australia and they became devotees. Я слышал много историй от людей, которые приобрели книги у меня в аэропортах в Америке, а затем улетели в Швецию или в какие-либо другие страны, и там уже стали практикующими преданными. Airport book distribution is kind of like in my blood. So as I'm traveling around Russia, here in Russia, I'm distributing books in the airports in Russia. Распространение книг в аэропортах у меня уже в крови, и поэтому, когда я путешествую по России, я также распространяю книги Шрилы Прабхупады в аэропортах России. Not very many. I don't want to attract the authorities. Yeah. Ну, не очень. Not many. I just go through and distribute one or two in the airport. Небольшое количество книг я распространяю в аэропортах, может быть, одну-две, чтобы не беспокоить охранников там. And they're so happy to get the book, you know. Знаете, люди очень радостно берут книги. It's like the day before yesterday, I distributed a book in Sochi, in the airport in Sochi, and the man, he had Rudraksha beads on him. Буквально вот день назад я в Сочи распространил книгу человеку в аэропорту, на котором были надеты четки из Рудракши. So I told him, this is a book from India, translated into Russian. Я сказал ему, это книга из Индии, переведенная на русский язык. He was so happy. Он был так рад. Because he never got a book from India in Russian. Потому что у него еще до этого момента никогда в руках не было книги из Индии, переведенной на русский язык. And he even had an unusual sika. У него такая своеобразная шикха была. He had a mohawk. Вот отсюда вот начиналась со лба и до макушки. Big sika. Очень большая шикха. So we should want to give this knowledge out to others. Нам необходимо развивать это желание дать это знание другим людям. Of course, here in Russia, they're very successful in book distribution. В России процесс распространения книг Шрилы Прабхупады очень успешен. Every year, America is ahead of Russia until December. Всегда в течение года Америка лидирует в распространении книг только до декабря. I don't know how you guys do it. Я не знаю, ребята, как у вас это получается. December is so cold. Ведь в декабре так холодно. But you guys like marathons. Но вы, ребята, похоже, сильно любите марафон. Last year, 2015, America had defeated. The end result was America had defeated Russia, but then some late scores came in, and again Russia beat America. В 2015 году вроде как по последним подсчетам Америка вышла на первое место, но затем последние отчеты подоспели из России, и вновь Россия вышла на первое место. Hey, wait a second, I'm from America. Я вообще-то из Америки сам. It's a Prabhupada-like competition. It's a friendly competition. Шрила Прабхупада очень любил такие дружественные соревнования. But I heard from the authorities in America recently, they're determined to defeat you guys this year, so you better be ready. Но я слышал от старших преданных из руководства американских ядр, что они намерены занять первое место, так что будьте готовы, ребята. So the competition is increasing. Поэтому соревнование будет только улучшаться. So here in the purport,
Prabhupada mentions that Krishna, he comes, yada yada nidharmasya. Whenever there's a predominant rise of your religion and decline in religious practice, he comes. Шрила Прабхупада говорит в комментарии Хита Дharmasya, Кришна не сходит в этот мир в тот момент, когда религия приходит в упадок. So someone may say, well, it's pretty fallen now, religious principles aren't so much followed. Why isn't Krishna coming? И резонно можно задать вопрос, почему же сейчас Кришна не приходит, ведь религиозным принципам не так много людей следует. Actually, he has come. На самом деле он пришел in two ways. В двух ипостасях. Krishna avatar. Кришна аватара. Nama Krishna avatar. Нама Кришна аватара. The name of Krishna is also an incarnation of Krishna. Имя Кришны также является воплощением Кришны. And I recently saw something that they were having Harinam in China recently. Совсем недавно я услышал о том, что в Китае проходят харинамы. And we've even opened up a center in China recently. I heard from what was it? Who was that? Which sannyasi was there? Huh? Indradhyumna Swami. Indradhyumna Swami. Did you hear something? They opened some center there. They opened the temple. Также до нас дошла информация о том, что в самом Китае открыт проповеднический центр, храм сознания Кришны. Индрадhyumna Свами там был и проводил там программы, проводил харинамы в Китае. Who would have ever thought? Кто бы мог подумать? And now the government also, they're printing Srimad Bhagavatam sets. И теперь там выпускаются комплекты Шримад Бхагаватам, печатаются. Heard some news like that. They put them in the libraries. Yeah. И даже правительство не возражает, чтобы эти комплекты Шримад Бхагаватам выставлялись в муниципальных библиотеках. And in Cuba, also so much preaching is going on in Cuba, communist country. Проповедь сознания Кришны возросла на Кубе тоже за последнее время. Some of that preaching in Russia, in Cuba, is Russian devotees. И некоторые из проповедников, которые причастны к этой новой волне проповеди на Кубе, это русские преданные. They have a taste for preaching in communist countries. Видите ли, у русских преданных есть вкус к проповеди сознания Кришны в коммунистических странах. I heard from some devotees that used to preach in those during the communist era in Russia that the devotees, their Krishna consciousness was so much higher because there was that risk. It was an adventure. Я слышал впечатления тех преданных, которые проповедовали еще в этой стране, когда был коммунистический строй, что сознание Кришны было в более наивысшей своей точке, поскольку был риск попасться властям. They said now it's easy, there's no adventure, so it's just not the same. А сейчас они говорят, все стало гораздо проще и нет уже того духа приключений. Book distribution is an adventure. На самом деле распространение книг – это приключение. You approach someone, you don't know what's going to happen. Когда подходишь к человеку, не знаешь, что будет дальше. There's a book in Australia, it's called The Transcendental Adventure. В Австралии выпустили такую книгу, называется «Трансцендентное приключение». They don't have that in Russian yet, huh? This book is amazing. You should translate it into, somebody should translate it into Russian. Кто-то должен перевести ее на русский, это удивительная книга. You could read how adventurous Krishna consciousness is, spreading Krishna consciousness. В этой книге можно прочитать и подчеркнуть информацию о том, насколько присущ дух приключений сознанием Кришны и процессу распространения книг в частности. I had an interesting adventurous experience. I had an interesting adventurous experience some years ago in the Miami airport.
Несколько лет назад со мной приключилась такая интересная история, в которой тоже я испытал на собственном опыте этот самый дух приключений. I was distributing books and I approached this family, husband, wife, and little daughter, maybe 8 years old. In Майами. In Miami airport. В Майами, в аэропорту, я подошел к семье, у них была еще маленькая собачка и ребенок. And they came over and I was showing the book to them. And the lady really wanted the book. She was into spirituality and it was a science of self-realization, so she wanted to read it. Дама действительно очень хотела приобрести книгу, она интересовалась духовностью, научным подходом, она уже была готова приобрести книгу. So she told her husband, please buy this book for me. Она сказала мужу, пожалуйста, купи мне эту книгу. He said, nah, you're not going to read it. Come on, let's go. И муж сказал, да ты читать не будешь, пойдем дальше. No, you don't understand. I want to read the book. Please, get the book. Нет, она сказала, ты не понял, я хочу эту книгу, пожалуйста, купи мне ее. Nah, it's just going to sit up in the bookshelf. You're not going to read it. Come on, let's go. Он сказал, ты просто поставишь ее на полку с другими книгами и все, пойдем. And she got upset and just walked away. Она очень расстроилась и ушла. And the daughter looked up at her father and she said, Daddy, I hate you. И малыш посмотрел на своего папу и сказал, папочка, я тебя ненавижу. So then he reached into his pocket and he pulled out $10 and gave it to me. И папе все-таки пришлось залезть в карман, достать $10 и передать мне. So then the little girl, she grabbed the book from me and she went running down the aisle. Mommy, I got the book. И затем девочка схватила эту книгу, побежала к маме и сказала, мамочка, смотри, книгу все-таки купили мы. And the man is just walking slowly. И муж пошел медленной поступью за своими, A little depressed, в депрессии. I hope it didn't cause a divorce. Я надеюсь, к разводу это не привело. So it could be a little adventurous. Да, действительно, дух приключений присущ распространению книг. Another similar thing happened in Los Angeles airport. This lady and man, they were walking through the airport. And the man, there's a man this time, he bought a book, softback book for $1. Интересная история также приключилась в аэропорту в Лос-Анджелесе. Пара тоже выходила и проходила по аэропорту, и мужчина заинтересовался книгой и приобрел книгу. So when the girlfriend, он дал $1 за книгу. So when the girlfriend saw that he had bought this Bhagavad Gita, she started chastising him like anything. You fool, you got suckered by the Hare Krishnas. I can't believe it, man. I can't believe you bought this book. She's just like, just... И девушка, как только увидела, что он приобрел эту книгу, сразу начала его отчитывать прямо там при всех. Ты глупец, зачем ты приобрел эту книгу? Тебя просто эти кришнаиты обманули, зачем ты вообще пошел у них на поводу? He said, no, I gave him $1 for a book. I mean, that's a good deal. И он ей сказал, да ты что, смотри, какая крутая сделка, мне вот такенную книженцию дали, а я всего $1 отдал. No, you got ripped off, man. The Hare Krishnas got you. You got ripped off, you fool. Нет, глупец, все, ты попался, теперь кришнаиты тебя затянут в свое общество, тебе конец. So then a half hour later he came by and he gave the book back to us. И через некоторое время он вернулся и вернул нам книгу назад. He was so upset. Он был так расстроен. He told us the whole story. Он рассказал нам всю вот эту историю. And I said, listen, don't worry about it. Just keep the book. You'll learn something, И я сказал ему, не переживай об этом, просто оставь себе книгу, ты что-нибудь обязательно почерпнешь полезное для себя. But what had happened is he left his girlfriend. Но что случилось в итоге? Он оставил свою девушку. I said, so what happened? He said, I'll tell you what happened. Should I say it? She's a bitch. Is that wrong? Я спросил
а что случилось, почему вы расстались? Он сказал, я скажу тебе, почему мы расстались. Она стерва. Do they have that word in Russian? Нет. So then the lady came by. Затем девушка подошла ко мне. She was real upset with us. Она тоже была очень расстроена тем, что произошло. She said, "You guys have just ruined our relationship. We were together for 8 years, and you guys just ruined our relationship." Начала кричать на нас: вы, ребята, просто разрушили наши отношения. Мы в течение 8 лет были вместе, у нас все было хорошо, только бы вот вы не появились. It was over. The relationship finished. Все, отношениям пришел конец прямо там. So book distribution can be a little adventurous. Да, распространение книг присущ дух приключений. And you know what's interesting? Lord Jesus Christ, He said, "I have not come to bring peace." Видите ли, еще такой интересный момент. Иисус Христос говорит, я пришел сюда не для того, чтобы установить мир. He said, "I have come with a sword to make enemies between husband and wife, father and son, daughter and father." Я пришел сюда для того, чтобы я пришел сюда с мечом, для того, чтобы возникла конфликтная ситуация между мужем и женой, отцом и дочерью и так далее. So we're a bona fide religion because we're separating families, and some are going to Krishna and some aren't going to Krishna. Исходя из этого, мы, получается, истинная, авторитетная религия, которая следует наставлению Иисуса Христа. Actually, many families have broken up because they got Prabhupada's books. На самом деле, большое количество семей распалось только по причине того, что кто-то приобрел книги и начал практиковать. But they're going to their real family. Someone who gets a book and surrenders to Krishna, they're going to the real family. Krishna is our real father, our real friend. Но как только человек получает книгу и начинает практиковать полученное знание, он становится частью настоящей семьи, семьи Кришны, семьи Прабхупады. This is where the real happiness is. Именно в этой семье настоящее счастье. And I just want to make one little, for those, how many of you can read English? Сколько из вас могут читать на английском языке? Okay, I have a website where I send out stories almost every day around the world, wonderful stories from around the world. So I'm going to be here for the festival. Give me your email and I'll add you on and you can receive these wonderful stories. One devotee, he said, "Vijay, the only good thing that comes into my computer are your stories." Те из вас, кто могут читать по-английски, пожалуйста, не поленитесь, подойдите, дайте мне свои имейлы. И у меня есть в интернете страничка, на которую я выкладываю различные истории, связанные с Санкиртаной, которые происходили по всему миру. И я добавлю вас в рассылку, и вы будете получать сообщения об обновлениях на моей страничке. И некоторые люди, которые уже читают мои истории, они говорят, знаешь, Виджай, единственное, что интересное приходит ко мне на мой компьютер, это твои истории. Maybe they can do something so they can send them out to the Russians also. И те, кто будут получать на английском, может быть, могут переводить и рассылать дальше на русском другим преданным. So just yesterday I received a nice story in Russia here. И буквально вот вчера я получил замечательную историю из России. There was one person, he was a senior airline steward. He was in the airline, so he was working as, making good money, working as an airline steward, I guess. Huh? Flight attendant. He was a senior flight attendant on Airflight or something. Речь о человеке, который работает стюардом на авиалиниях Аэрофлота, является старшим там. So this person, he said, I had a nice job, and I had my wife pregnant, and, everything's going good, but there was something empty. I wasn't happy. И человек говорит, что работа у меня хорошая, денег хватает, жена вот беременная, вроде как бы все хорошо должно быть, но чего-то не хватает. So he said he started taking drugs.
smoking marijuana, taking drugs, and he said it brought a little bit of happiness, but then it just became bitter, it became old, and but he became addicted, so he couldn't get away from it. И он сказал, что затем он начал употреблять наркотики, начал употреблять марихуану, другие виды, и какое-то счастье он испытывал в течение непродолжительного времени, но затем ему становилось очень плохо, и в итоге он стал зависимым и не смог избавиться, не может избавиться от этой зависимости. So he was regularly getting drugs from this drug dealer, and then the drug dealer, he got caught by the police, and somehow he was able to give the address of this flight attendant, and he was able to get away. So the police went to this flight attendant and they arrested him. И случилась следующая ситуация. Поскольку наш стюард регулярно покупал наркотики у своего дилера, то этот самый дилер попался в поле зрения полиции, и полиция его арестовала. И на допросе этот дилер дал адрес проживания этого самого стюарда, и полиция захотела арестовать этого стюарда тоже. So somehow he was able to convince the police that this other person who was just taking the drugs, he was the dealer, and he couldn't convince the police. No, I'm just taking. I'm not a dealer. So they put him in jail 10 years. И непонятно по какой причине наш стюард не смог убедить полицию, что он лишь только употребляет наркотики, он не распространитель. Он указывал пальцем на распространителя, утверждая, что сам он просто употребляет, но полиция не поверила ему, и его посадили в тюрьму на 10 лет. So you can imagine he's just miserable. Можете себе представить, насколько ужасное сейчас его положение. And even his family members, they were just criticizing, how could you do this, you fool, how could you become a drug dealer? They didn't believe him either. Все члены его семьи просто начали критиковать его, как ты мог вообще так поступить, почему ты стал распространителем наркотиков. So then, after 6 months, one person said, this is a very valuable book for you, just for you, Bhagavad Gita. Спустя 6 месяцев одна личность дала книгу этому человеку и сказала, это очень ценная книга, специально для тебя. So he said, okay, let me check it out. Он сказал, хорошо, проверим. So he said, I read a few pages, couldn't get anything out, couldn't understand it. Он сказал, я прочитал несколько страниц, ничего не понятно. So then he said, I started reading the Bible, couldn't get anything out of that. Он сказал, я потом начал читать Библию, особо ничего там тоже не понятно. Then I went to the library and I found this Science of Self-Realization. Затем он сказал, я пошел в библиотеку и увидел там книгу на полке «Наука самоосознания». And he said, this book was the most amazing book. I just absorbed it. I just loved it so much. И вот это была самая удивительная книга. Она мне так понравилась. Я полностью погрузился в изучение этой книги. But I wanted more books. Но затем мне захотелось еще больше книг. So then someone came and had this Prabhupada Lilamrita. И затем кто-то дал ему Прабхупада Лиламриту. And then he said, I fell in love with Prabhupada. И затем он сказал, прочтя эту книгу, я влюбился в Прабхупаду. So then he wanted more books. Затем ему захотелось еще больше книг. But he couldn't figure out how to get him. He wrote his mother, but his mother was a Christian, so she wouldn't help. Но он не знал, как достать ему книги, поскольку он хотел еще больше книг, он написал своей маме, но мама его была христианкой и не хотела заниматься этим. And then another prisoner came, and he had the Srimad Bhagavatam. Затем другой заключенный оказался владельцем Шримад Бхагаватам. And he was amazed, all these books of Prabhupada are coming into the prison. И наш Стюарт удивлялся, каким-то мистическим образом книги Шрилы Прабхупады попадают к нему в тюрьму. And then after 1 week, his mother contacted him and she said, all right, I'll get the books. What do you want? I'll get the books for you. Just tell me what you want. Спустя неделю после этого его мама написала ему, хорошо, я тебе добуду книги, которые ты хочешь, пиши, какие тебе нужны. He couldn't believe it.
Он не мог поверить, because she was like she's a staunch Christian, born again Christian. потому что она была такая убежденная христианка, рожденная в христианстве. So he was so happy. She sent all these books, and he's reading these books, and he was just so. He had never been so happy before, but he's in prison. Он был очень счастлив, что у него появилась возможность читать все эти книги, но ему мешало одно обстоятельство: он был в тюрьме. So then he wrote a letter. Somehow he got a letter out to the devotees, and Bhaktivinoda Maharaj, he was able to receive this letter. И что он сделал? Он написал письмо, адресованное преданным, и это письмо дошло до преданных, и в итоге дошло до самого Бхактивinoda Махараджа. So he asked Bhaktivinoda Maharaj, why has this happened to me? I mean, I'm happy that I've gotten the books, because I'm Krishna conscious, and I'm so happy, I just want to be a devotee. But how has this reversal happened? I didn't do anything wrong. I'm in jail for 10 years. Why did Krishna do this to me? И в этом письме он спрашивает Бхактивinoda Махараджа, почему со мной приключилась такая ситуация. Я стал преданным в тюрьме, мне очень нравится изучать книги, и я хочу быть преданным, хочу быть с преданными, но я сейчас в тюрьме незаслуженно нахожусь. Почему со мной Кришна так поступил? And he said, basically, that you're in prison, so now you can just focus on Krishna. If you were not in prison, there would be so much distraction. But now you have these books, and you can just focus on Krishna, chant Hare Krishna, read about Krishna, and you can make progress. Бхактивinoda Махарадж ответил следующим образом: сейчас ты в тюрьме, и у тебя есть книги, и ты можешь полностью сосредоточиться на Кришне. У тебя нет других отвлекающих факторов, которыми ты привлекал себя, если бы был на воле. And in America we have a prison ministry. Many devotees come from prisons. У нас в Америке есть даже специальное министерство для заключенных, потому что большое количество заключенных становятся преданными и приходят в наше общество. For two reasons. По двум причинам. One is they're suffering like anything. Первое, они страдают как никто. And two, once they get a book, there's nothing to do but read. И вторая причина, они становятся там преданными, потому что они получают книгу, а делать там больше нечего, кроме как читать. So prisons are good places to make devotees. Поэтому тюрьмы — это хорошие места для того, чтобы делать новых преданных. Do they have prison preaching here? У вас в России проходит проповедь в тюрьмах? Yeah? Yeah. It'd be nice if they could get a prison ministry, get a organized. Было бы здорово, если бы у вас также возникло министерство для заключенных. Okay, спасибо. Thank you. Do we have questions or Вопросы у нас будут или на этом закончим? one or two questions? Один-два вопроса можно. Anybody wants? Yes. В начале лекции вы говорили, что нужно культивировать желание, чтобы распространять книги. Можете рассказать, как его нужно лучше культивировать? During the class you told that we should have this wish to come to the streets and distribute Krishna consciousness. We should have a wish to. We should have that wish to go out to distribute Krishna consciousness. How should we cultivate, increase that wish in our hearts? Well, I was just listening to a lecture by Srila Prabhupada, and a devotee, he said, so we're supposed to get free of desire? He asked Prabhupada. Я недавно слушал лекцию Шрилы Прабхупады, и на этой лекции преданный спрашивает Шрилу Прабхупаду, как нам освободиться от желания. And Prabhupada said, no, material desire. Шрила Прабхупада говорит, нет, только от материального желания. And he said, a devotee should only desire to spread this mission. Шрила Прабхупада говорит, у преданного должно быть горячее желание распространять это послание, участвовать в миссии. So I was so inspired when I heard that. Я почувствовал сильное вдохновение, услышав это. That this should be the desire of all devotees. Именно такое желание должно жить в сердцах всех преданных. To spread this mission. Распространять эту миссию. So if you read Prabhupada's books, if you hear Prabhupada's lectures, if you associate with Prabhupada in this way, then you're going to be inspired
to preach Krishna consciousness. И если вы изучаете книги Шрилы Прабхупады, если вы слушаете его лекции, несомненно, вы получите вдохновение участвовать в его миссии и помогать ему в распространении. Our main inspiration is coming from Prabhupada. Самое главное вдохновение для нас исходит от Прабхупады. Because he's so much into preaching, spreading Krishna consciousness, making devotees. Проповедь, распространение сознания Кришны и создание новых преданных – это суть жизни Шрилы Прабхупады. It's because of Prabhupada's sincere preaching mood that we have devotees, thousands of devotees, tens of thousands of devotees all over the world. По всему миру десятки тысяч преданных появились только благодаря этому горячему желанию Шрилы Прабхупады распространять послание. Okay. So I think it's time for prasada. Время прасада. Харе Кришна.